А что все-таки с полетами на Марс? Можно долететь туда живой клетки и вернуться назад? Только по-честному. Ну, надо же узнать, что там. Где? На Марсе? Там. Ну так на Марс эти аппараты летают, и летали уже не один раз. Клетка может долететь туда, живая, и вернуться живой? Но мы надеемся, что сможет. А уж Не долго ли отвечу. она там протянет, это другой вопрос. Вот с учеными. Как быть с учеными? Так, понятно. Тяжело вам приходится, Николай. Просто мне некоторые коллеги говорят, что это невозможно. Невозможно. Значит, когда-то Королев думал об этом, говорил, что нужно в водяной оболочке лететь, тогда клетка долетает туда и обратно. Но это невозможно в силу того, что аппарат получается такой огромный, что его не запустить и не транспортировать туда даже с помощью разрабатываемых нами ядерных двигателей для космоса. Большой аппарат получается. А вот других материалов вроде как и нету, которые защищали бы биологический материал, живую клетку. Нету? Это, возможно, наши планы на будущее. Хорошо. Нужно выделить финансирование, так я понимаю. Хорошо. Вам спасибо большое. И, конечно, все, что касается вашего направления работы, токоплавки и сплавы, это чрезвычайно важная вещь. Это мы прекрасно понимаем. В правительстве коллеги понимают. Будем все делать все, чтобы помочь вам, поддержать. Спасибо большое. Знаете, вот двигатели космические, надо сказать, что мы всегда были в этом смысле впереди планеты всей. У нас все спутники станции «Космос» летали с ядерными установками на борту. И сегодня у нас вот вместе с Росатомом и с Академией мы развиваем двигатели безэлектродные, ракетные двигатели, плазменные, совершенно другого типа. И в этом смысле они должны обеспечить функции буксира, который будет лететь к Луне или Марсу. Мы как-то с вами говорили, что мы летаем в космос сегодня как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД дал там несколько сотен секунд ускорения, по баллистической траектории полетели. Посчитали неправильно, промазали, в Луну не попали. А нам нужен другой двигатель, который может баражировать. То есть мы можем ускориться, замедлиться, причалить к астероиду. Вот эти двигатели, у нас прототипы есть и двигаются, много десятилетий мы этим занимаемся. И сейчас, я думаю, вот вместе с Академией и с Росатомом мы имеем шансы вот это сделать и энергетику на Луне поставить. И в этом смысле тогда у нас будет и на чем причалить, и энергетику на Луне, чтобы там разворачиваться. Есть специальные варианты станций совершенно нового принципа. Вот это очень важные вещи, материалы, о которых говорили. Но я, возвращаясь, поскольку вы об этом сказали, хочу еще раз, Алексей Евгеньевич, отчитаться о выполнении поручений, чтобы ни у кого в зале не было сомнений, что все вопросы решены. Я просто хочу напомнить, что полтора десятилетия назад, когда реформировался Росатом, Владимир Владимирович предложил тогда Сергею Владимировичу Кириенко и мне провести реорганизацию. Мы были в одно целое в Средмаше в свое время. Поскольку формировалась коммерческая компания, современная, высокотехнологичная, то было решено науку оттуда, вот в виде Курчатского института, выделить с целым рядом институтов и создать первую национальную лабораторию Курчатский институт. А дальше мы сегодня, что было очень важно, в сложном, после вот того периода реорганизации, мы сегодня снова объединились в качестве новой, исключительно эффективной, современной формы. И это есть залог успеха, как раньше атомно-космический проект был, потому что была головная организация, научный руководитель, и это был тесный контакт. И сегодня мы практически восстановили, и вы это поддержали активно, вот эту систему. Я думаю, это залог успеха нашего сегодня.